Всем хорошего настроения, хорошего дня. И чтобы он действительно был хороший, нужно беречь себя от плохих людей. Сегодня будет тема, о которой мы будем беседовать, это как не попадаться в ловушку мошенникам. Потому что я буквально на днях в Фейсбуке поймала мошенника, и сейчас вам буду показывать, рассказывать, потому что человек работает не со своими фотографиями, мои дорогие. То есть, если вы вдруг знаете этого человека, ну, я думаю, вряд ли, потому что это американец какой-то, но если вы его знаете, обязательно покажите ему, что с его фотографиями работают люди, знакомятся, манипулируют, выпрашивают деньги, разводят по-разному. И это русскоязычные люди, русскоязычные ребята, то ли с Украины, то ли с России. Поэтому вот, имейте в виду, смотрите, вот такая очень удачное фото с ребеночком. Вот, очень удачная фотография в зале. Видно? Это какой-то американец, но его фотографиями пользуются. Сообщите, пожалуйста, что его фотографиями пользуются. Вот. Вот, значит, этот молодой человек, ну, хорошенький такой, видите, фотографии такие славные, но человек, который выложил эти фотографии, мошенник, я думаю, что там работает целая группа, русскоязычные мошенники, и текст написан так. В Фейсбуке, то есть в чате, где знакомятся люди, где ищут себе там пару, клуб знакомств в Фейсбуке. Мне было очень интересно, потому что я, когда увидела эти фотографии, у меня пошла такая энергия, чувство, что это не натуральные фотографии. Ну, то есть то, что я считала, что вот эти фотографии личные, и это где-то просто взяты из интернета какого-то обычного семейного мужчины. Ну, написано так: "Привет, группа. Неужели в этом мире не осталось девушек, которые могут принять мужчину с ребенком?" Итак, поехали. Тут, господи, столько смс-ок от женщин. Ну, давайте я немножечко зачитаю. Да, много таких найдете, надеюсь. Потом женщина, которая понимает в этом, написала: "Вы каждую неделю хотите этот пост закидывать?" Ну, тут уже ей. Вот. "Нормальному человеку ребенок не помеха, а радость", отвечает девушка. "Женщина-то точно найдется. Примете ли вы чужую тетю вашему сыну?" Женщина отвечает: "Какое прекрасное фото. Буду рада знакомству просто так. Я семейный детский психолог, психотерапевт. Если вы ее с детьми примете и еще общих настро Если вы ее с детьми примете и еще общих настрогаете. Просто еще не повстречалась та, которая будет дышать и смотреть в одну сторону с вами. Чужих детей не бывает. Удачи вам". Следующая женщина пишет: "И почему нет? Очаровашки. Я как раз думала, не хочу кровных рожать. Брата и сестру вырастила. Я про детей думала или удочерить, усыновить, или мужчину с детем. А меня дети обожают". То есть девочки очень так искренне отвечают, потому что мошенники выбрали именно фотографии такие, как сказать, располагающие. То есть действительно видно, что мужчина, ну, как я вам показывала, улыбается, счастливый. То есть видно, что у него хороший характер. Вот. Вот смотрите, видите как? Что хороший у него характер. Ну, такой вот. То есть это взято фотографии с обычного какого-то фотоальбома в интернете, и вот выставили. И, значит, почему я начала переписываться с ним? Потому что я почувствовала, что что-то не то, вообще что-то не то, и таким образом я начала переписываться. Мне было чисто интересно, потому что я хотела понять для себя то, что я чувствую, или, ну, то, что я чувствую, правда или нет. Поэтому я начала с ним общаться, и сейчас вам предоставлю информацию. Ну вот, мои дорогие. Итак, смотрите, первый момент, который я ему написала, просто "здравствуйте". "Здравствуйте" написала прям в личку, он мне написал тоже, только вдумайтесь,
Сразу переход границ. Привет, Викулечка. Отлично выглядишь. Ты откуда? М, Я пишу, сейчас живу в Хургаде. Привет, Викулечка. То есть Викулечка могут называть меня люди, там, близкие мне, друзья, родители, родственники, то есть те люди, которые меня знают очень давно и знают меня, как бы, то есть те, с которыми мы близки, то есть они меня могут называть Викулечка. Вот тут можно было уже заканчивать общение, потому что, ну, как сказать, этот жесткий переход границ уже случился. Все, он случился, можно, ну, было заканчивать переписку, но мне же нужно для вас предоставить информацию. «Дай угадаю», пишет, «уехала на отдых, сильно понравилось и осталась там». Тут он проявляет свои интеллектуальные способности. Ну, я ему ответила: «Да, ради сына». Ну, я уже вам говорила, что я приехала в декабре, началась клубника. И, значит, началась клубника, и я думаю, надо тут пожить. Пожить немножечко, поесть все, в общем, поплавать в море, пусть ребенок поплавает в море. В общем, ну, шикарная идея. Вот, так что да, ради сына. Вот. А сама ты откуда вообще? И сколько лет сынишки? Я сам Сталина, но сейчас живу в Амстердаме. Чуть больше 2 недель. Так сказать, прикомандировали. Почему он написал "прикомандировали", я вам позже объясню. Вот. Пишет: «Давно вы вдвоем живете?» Он, конечно, не из Сталина, скорее всего, он из Украины. Просто, ребята, занимаются ерундой, сидят, ну, чтобы там не забрали воевать, сидят, в общем, какой-то офис сделали, там закрылись в квартире и сидят. Потом поясню, как я это выяснила все. Вот. Сталина, ну, типа европеец, как бы, ну, ну, типа прикольно, европейская хорошая страна, Таллин, то есть попробуй найди, да. Амстердам– это что, ну, как-то вот он какой крутой специалист, его пригласили как работника, то есть прикомандировали. Вот, давно вы живете? Он меня спрашивает, я пишу ему всю жизнь вдвоем. Он интересуется, где отец ребенка, вот. Пишет: «У нас получается тоже похожая история. Я тоже воспитываю сына сам. Последний раз видел маму Марка 2 года назад, перед тем, как она в Эмираты улетела. Она решила выбрать другую жизнь и в воспитании ребенка не участвовать». Ну, это такая сказочка для того, чтобы лапша хорошо ложилась на ушки. Сразу возникает, что жалость у женщины и вот вроде бы сочувствие, жалость, то есть давят на инстинкты. Вот, мошенники обычно давят на инстинкты. Сейчас так, сейчас подождите, включу, чтобы я видела сообщение. То есть давит, да, давит на инстинкты, что типа приятно читать такие сообщения. Ну, ой, я уже это самое ушла вниз. Сейчас я вернусь, что я ушла вниз сейчас. Тут меня интересуется, он еще такая переписочка идет. Сейчас вернусь, чтобы вам зачитывать. Вот. Так, ну, в общем, вот эту сказочку они придумывают. Там жена улетела, решила выбрать другую жизнь, его бросила. То есть это чтобы проехаться по вашим инстинктам женским, по жалости, по вот этой материнской вашей линии такой, знаете, подавить на жалость. Я пишу, моего зовут Маркус, пишет, похожие имена у наших совей, может быть, это судьба и улыбочку. То есть он сейчас делает сближение. Аферистов есть такая штучка, то есть они максимально находят точки соприкосновения, чтобы сблизиться, и таким образом вас будет легче использовать. Вот, пишет, так, дашь ссылочку посмотреть на свой канал, но я ему выслала. Я пишу, а ты чем занимаешься? Сейчас работаю в Head of Supply Chain Management, или, проще говоря, глобальный директор по управлению поставками. И если еще проще говорить, логист. Вот, там он меня что-то интересуется.
Вот, теперь дальше он пишет. Довольно интересно, хорошо, что ты занимаешься тем, что тебе нравится, но это как бы то, что он проявляет, знаете, такую теплоту, типа он меня понимает, поддерживает, типа он со мной. Это тоже такой момент, ну, как бы, где вот много лести, присоединения, вот эти комплименты. Это момент присоединения такой, это возникает и обычно в людях, в обычном общении, но мы это делаем бессознательно. Вот, допустим, если, нам люди нравятся, мы просто выражаем теплоту, любовь, заботу. Ну, вот, то есть как бы, у здоровых людей нету цели присоединиться и использовать. Мы просто выражаем, то, что чувствуем. У мошенников, всяких аферистов, у них же нету чувств, как таковых, положительных, добрых, поэтому они используют техники. Вот. И, то есть они научились, как взаимодействовать с людьми, как это все работает. И пишет, еще, если это приносит тебе неплохой доход, улыбочка. Это что означает? Это означает, это уже он переходит на зону денег. Он пытается выяснить, есть ли у меня деньги, как бы насколько я состоятельна, и вообще, что я собой представляю в плане финансов. Вот, какие у тебя ценности, я у него спрашиваю. Любопытство, уважение к людям, ответственность за слова и желание быть полезным. Ну, это, просто обычный набор слов, ничего личного, это просто для, влияния на меня. Если у тебя мечта, я спрашиваю, конечно, есть. Хочу родителям домик у моря купить, чтобы они отдыхали на старости. Я уже вот-вот приближаюсь к этой цели. Это он о чем дал понять? Дал понять, что вот цени мое великодушие, то есть да, цени мое великодушие, я вот такой крутой, и если я уже почти что купил домик на море, то значит у меня есть деньги, то есть это себе тоже запиши, зафиксируй, вот таким образом, значит, мошенники действуют. Они влазят таким образом в доверие. Ну, домик у моря, как бы вы сразу можете подумать, что, может быть, и вам купит домик у моря. То есть это вот воздействие мошенников. Вот. Так, родители сейчас в Таллине, родители точно не в Таллине, а в Украине. Как женщина твоя оставила ребенка? Я задала вопрос. Если честно, там очень долгая история, но в двух словах рассказать могу. Она просто выбрала другую жизнь и отказалась участвовать в воспитании сына. Последний раз видел ее 2 года назад, перед тем, как она улетела в Эмираты. После этого списывались с ней пару раз. Она спрашивала, как Марк, но ни к чему это уже не привело и не приведет уже. 3 точки. Э, Интересная такая подача. Слушайте, видите, незаконченный такой разговор, везде ставит 3 точки, как бы не заканчивает. Но, то есть, и хотя я тоже иногда ставлю 3 точки, как бы, ну, типа, история не закончена. Вот. Или это он, может, уже с меня считал, но это ладно. Вот, ну, тоже, это вот сказка, которую он придумал, повторяет очень много раз, потому что у него там миллион сообщений от женщин, то есть, вот. Про рост его спросила, 1,88 м. Там шутку там какую-то он мне преподнес. "И сколько ты уже в Египте?" спрашивает. Присоединение снова. У меня есть пару знакомых с Киева и Одессы, так они по приезду в Египет оформляли себе какой-то ВНЖ. У тебя тоже есть такое? В Египте нет ВНЖ, это просто он меня прощупывает. То есть Египет ВНЖ не дает. Мы тут живем по визе, и те, которые купили квартиру, они тоже должны выезжать. То есть это вот он таким образом пытается понять, насколько я крепко тут в Египте стою на ногах, если у меня тут уже какой-то вид на жительство или гражданство, это он меня прощупывает. Вот. Я ему пишу: "Так, слушай, приезжай в Египет, на пару деньков, мы с тобой познакомимся". Пишет мне: "Викулечка", тоже переход границ, он поддерживает переход границ, типа мы уже очень близки. Кстати, у мошенников это очень развито, ну, как бы наблюдайте за этим осторожно.
Я бы с удовольствием сейчас бросил все, улетел. Мне кажется, что мы с тобой 100% найдем общий язык, снова присоединение. Но я пока все дела в Амстере сделаю, никуда выезжать не смогу. Не может выехать просто потому, что он в Украине сидит, и понятно, мужчин не выпускают. Все-таки прикомандировали сюда. Но это сказка для принцесс, для золушек. Так. Мгм. Мгм. Прикомандировали сюда максимум месяца 3 и назад в Таллин возвращаюсь, максимум месяца 3, потому что потом будет придумать какую-то другую сказку. Сейчас он прощупывает женщина то, как можно разводить, что можно поиметь, какой у вас достаток и что вы способны дать, а потом уже там будет какой-то поворот другой сказки. Чем вообще в свободное время занимаешься? Хобби, может быть, есть какие-то? Это тоже присоединение. Как бы он мной интересуется. Типа, вот мы уже общаемся так много, типа. Причем он отвечает не сразу. Это тоже техника мошенников, ну, манипуляторов, чтобы вы ждали, думали, вкладывали в это в энергию. Это вот, это все из книги про манипуляции всякими мошенниками. Ну, мошенники используют. Так, э, вот, чем, ну, типа, рассказал, чем он занимается. Я вот безумно люблю природу, в зал хожу пару раз в недельку, по вечерам фильмы смотрю, фильмы, сериалы смотрю. Ну, это он преподнес вам себя такого очень положительного мужчину. Ну как, любит природу, в зал ходит пару раз в недельку, по вечерам фильмы, сериалы смотрит. Ну, то есть у вас тоже может сработать такая, знаете, сразу такой фильмец в голове, что вот вы будете вместе и тренироваться, и смотреть сериалы. А так, трейдингом увлекаюсь. Это у меня как хобби и дополнительный доход. Ну, трейдингом модно увлекаться, вот, поэтому как бы это у всех на слуху, поэтому почему бы не написать, чтобы добавить себе баллов. Пишет: "Ты очень увлекательная дама, с тобой не соскучишься". Мгм. До вечера, Викулечка, пиши, как будет свободная минутка. Дает мне вот такие установки. Потом пишет: "Как ты там? Сильно занята?" Через несколько часов. Я уже уснула. Доброе утро, Викулечка. Так. Спасибо, приятно читать такие. Викулечка, у тебя, видите, он меня называет Викулечка. Это такой жесткий для незнакомца, для незнакомого человека. Это не комплимент и не то, что вы классные или я классная. Это на самом деле очень жесткий переход границ. Вот. А просто, то есть это как бы человек сам обозначил, что он вам уже близок. То есть без вашего согласия. То есть не прошло ни время, никакие действия он не сотворил. На самом деле он просто сам беспардонно решил сблизиться. А у тебя нету случайно телеграмма, просто там намного удобнее общаться. Да, есть у меня, конечно, телеграм, но я ему не выслала, поэтому мы решили продолжить общаться с вами. Почитаю, ой, ну, как бы в этом. Давайте. Они, кстати, очень любят переходить на всякие телеграммы, потому что, знаете почему? Потому что там более скрыто, легче. Вот. Ну, в общем, это все в этом духе продолжалось, мои хорошие. И как я, получается, выяснила, я просто взяла ему, набрала, и он не взял трубку. Он не взял трубку и говорит, типа, я не могу убрать трубку. Так, мои хорошие, привет, привет. Ага, да-да-да, старая версия, точно точно, старая демо-версия, правильно. Вот, да-да, старая демо-версия, вот. И, значит, я ему перезвонила, говорю: "Хочу прям с тобой поговорить". Он говорит: "Ты чё, с чего это?" Я говорю: "Хочу, а ну, открой видеокамеру".
Он говорит: "Не, типа, я не открою видеокамеру". Я говорю: "Не, ну открой видеокамеру, хочу на тебя посмотреть". Говорит: "Ну я в офисе, тут много людей". Я говорю: "Ну положи вот под стол, телефон и открой камеру". Ну, конечно, он не открыл камеру, потому что это точно не его рожа, но ребята в Украине развлекаются. Думаю, что он там уже много женщин развел, прям катастрофически много. Вот, но будьте аккуратны. Еще раз покажу его фотографии. Он в "Фейсбуке" промышляет. Думаю, да, вот такая у него на заставочке фотография. Вот. И в "Фейсбуке", в разных, знакомствах он там выкладывает. Вот, мои хорошие. Вот такие вот дела. Старая схема, но если, кто-то не в курсе, то эта схема может сработать на вас, потому что вижу, как ему пишут, отвечают очень с таким большим, размахом, очень много отвечают. То есть, означает, что женщины заинтересованы. Где вы живете? Я хоть сегодня, всему свое время, вам тоже повезет, поверьте, удачи. Мне кажется, вы найдете девушку с ребенком, у вас все будет прекрасно. Из такого большого цветника вам нужно самим выбрать жену и маму в одном человеке. Потом пишет женщина: возраст ребенка на фото в 23-м году такой же, как в 26-м. Это фейк. Вот. Так. Конечно, могут, даже с радостью. Девочек таких как раз очень много. Почему нет? Очень много. Ищите, приезжайте на Кипр. Дети — это радость и счастье, как их не любить, пишет женщина. Почему есть женщины, которые хотят познакомиться с мужчиной, у которого тоже ребенок? Я приму, я приму, у меня тоже есть ребенок, дочь 7 лет. Подходим? Пишет женщина. Вот. Я мечтаю о сыне, написала какая-то Анжелика. Тут вот. Ну, в общем, тут миллион сообщений. А можно ребенка без папы? Ну, прикольнулась, да, молодец. Такие классные оба, да, конечно, пойдут. Супер, супер, девушки есть, но вы не настоящие. Девушки есть, но вы не настоящих. Сказала, что вы не настоящий, да, ну, молодец. Кто-то сечет, но большинство найдете, если судьба, девушки точно не примут, а насчет женщин не знаю. Милый, а мама, дитя где? Вопрос не праздный, может, под полом сарая нормальная мама типа не отдаст. Ну, понятно, потому что это ребенок, как сказать, э, ну, то есть это взятые фото с Фейсбука, просто обычная семья, мои хорошие, обычная семья. Вот, обычная семья. Хорошенькая, положительная семья и просто фотографии из жизни. Но вот этими фотографиями пользуется мошенник, к сожалению. Так что вот, мои хорошие, что вы думаете по этому поводу? Что вы думаете по этому поводу? Напишите, встречались ли вы с мошенниками в жизни? Мне тоже интересно. Вот, сообщите кому-нибудь, пожалуйста, если у вас есть знакомые, которые, значит, ну, как сказать, если у вас есть знакомые, которые, может быть, сидят в этих группах, просто покидайте, поделитесь моими видео, потому что, ну, блин, жесть. Там просто миллионы женщин пишут, и каждая готова уже выходить замуж. Каждая, знаете, за 2 дня себе нарисовала такую форму, в голове такую картину, что вот они гуляют, у них сыночек, ха-ха-ха, потом сыночек в школу, они вместе гуляют, ходят в фитнес-клуб. То есть они всегда рисуют картины. Мошенники всегда рисуют картины. Они морковку вот так подвешивают и вам, предоставляют ту картину, которую вы хотите, услышать. Привет, Джон, дорогой, привет. Ну, наконец-то, мой дорогой Джон. Слушайте, да, привет, написала Виктория. Я никогда бы ни с кем не стала знакомиться в сетях. Слушайте, это очень правильно. Сейчас такое количество мошенников, обманщиков, всяких аферистов и тому подобное, что это просто ужас. И Facebook, и Tinder. Тут столько уже историй понарассказывали, не только тут. Ну, как бы, когда я жила в Москве, то же самое. То есть такое ощущение, что в сетях, сидят, знакомятся вот эти,
как сказать, ну, какие-то, ну, не какие-то, ну, несерьезные мужчины, потому что, даже, знаете, я когда зарегистрировалась на сайт знакомств в Хургаде, ну, действительно, я хотела познакомиться с мужчиной, создать отношения, какую-то семью, если получится. Ну, то есть, такой у меня был правильный настрой. И потом, значит, я там переписывалась, и потом я так, знаешь, ну, так зашла, начала анализировать. То есть все они начинают общение, как долго ты в Египте. И вот все вокруг этого. Я своей знакомой встретилась, она тут живет 20 лет, но я тогда как бы еще не понимала во всем этом, вот в этом всем. И она говорит: "Виктория, ты знаешь что? Почему они спрашивают, сколько тебе лет? Ой, как долго ты в Египте?" И я говорю: "Да, вот почему они так спрашивают? Почему они не спрашивают, чем я живу, какие книги я читаю, чем я интересуюсь, какие у меня интересы, хобби, увлечения, мои ценности?" А теперь внимание, если мошенники смотрят мое видео, то, конечно же, они будут использовать вот эти слова. Вы имеете в виду, что они тоже учатся. Вот. Она говорит: "Виктория, потому что ты их как личность не интересуешь. Их интересует твой ресурс. Можно ли с тобой поиграться, там как-то какую-то игру, использовать тебя, раскрутить или что, или же нет?" Я говорю: "Как поиграться?" Говорит: "Ну, просто, говорит, тут так вот, к сожалению, туристический город". И, ну да, я проанализировала, там, ну, никто как-то не спрашивал какие-то вот мои ценности, действительно, что-то такое. Как долго ты живешь в Египте? То есть она мне так сказала: "Знаешь, если ты только приехала, ты еще не в курсе всего, что здесь происходит. Поэтому, как бы, ну, ты не знаешь. А если ты живешь уже много-много лет, как она там, она живет 20 лет уже тут, ну, уже больше. Вот, говорит, то мы знаем все эти игры, которые тут могут быть". И, ну, понятно, я через какой-то момент удалилась, потому что я поняла, что, на сайтах знакомств найти что-то серьезное, ну, как бы, ну, не вариант. Вот. Вот. Но они, оказывается, и в "Фейсбуке" есть. То есть я была там на "Тиндере", ой, что-то недолго, 2 недели, а потом удалилась, потом еще 2 недели посидела, пообщалась, и вот одно и то же. Только они, ребята с Каира писали, они мне высылали какие-то тесты, чтобы я прошла тесты на любовь, вот, и потом данные выслала им, и совпадаем мы или нет. Вот так. Но это какие-то более сознательные, но до Каира надо добраться. Это еще не факт, что что-то получится, потому что я в Каир не хочу, а они там работают. Ну, то есть это скорее бы ничего не получилось, и разность менталитета, но, действительно, там кто-то пытался, понять меня. Очень маленький процент, буквально несколько человек, пытались меня понять, ну, что я собой представляю, как бы, ну, как бы, что я за личность. Но это очень маленький процент ребят, молодых мужчин, ну, как где-то 35, вот так вот примерно. Вот. Так что вот так, мои хорошие. Так, в общем, мы с ними так и не встретились. Вот, а так ничего серьезного я не видела, к сожалению. Ой, Джон, правильно, у меня вообще в сети ни одного аккаунта. Да, знаете почему? Потому что мошенники-аферисты, они изучают вас по сетях, ваши увлечения, ну вот эту вашу, в чем вы нуждаетесь, что вам нужно. Они изучают в сетях и потом, значит, будут действовать, исходя из ваших потребностей. То есть, да, это все, вот это все взаимодействует. Все верно. Так что вот так. Дорогие, мои зрители, если вы знакомы с вот этим аккаунтом или с вот этим человеком, вот, скажите, что его фотографии используют, и пытаются развести, людей, развести женщин. В общем, работают мошенники, от нечего делать. Работают там, видимо, офис создали и смеются над тем, как они раскрутили, какие они великие. Представляете, как ведут себя люди вообще? Ни эмпатии, ни совести, ничего. Так что вот так.
Вот. Даже вот некоторые подписчики, ну, то есть вот, они смотрят мой канал, да, и некоторые подписчики, ну, там, которые наблюдают, они уже, некоторые, в силу своего м, мышления, в силу своего вот такого характера, способа мышления, они тоже как бы пытаются меня контролировать. То есть, ну, то есть, получается, YouTube могут смотреть все. И как говорил, давал это интервью один врач-психиатр, он говорит, ну я вот уколол человека. Там человек пошел в палату, психически больной человек. Он получил укол, он пошел в палату. Он может вам писать? Может. Говорит, а зачем реагировать на все эти комментарии, смски? То есть вы в открытом доступе. Вас смотрят и нормальные люди, и психически нездоровые люди. Вот, поэтому, то есть, да, в сетях есть свои минусы, безусловно. Вот. И некоторые даже при встрече подписчики, они так себя ведут со мной, они как бы, ну, то есть некоторые знают меня и очень так любя уважительно. Любя уважительно, ну вот насколько они классные, с эмпатией, с добротой, с шутками. То есть очень много классных подписчиков, которые приезжают, мы с ними встречаемся. Но есть такие, которые вот, они в комментариях там пытались провернуть что-то, как-то вот, в общем, подиспользовать меня. Потом встретились где-то тут в городе случайно, и они, в общем, себя ведут точно так же. Это не потому, что вот они именно со мной такие, это потому что такие люди. Вот. То есть есть просто тип людей таких, так у них сложилась жизнь, так у них сложилось детство, так с ними взаимодействовали взрослые, то есть использовать, расставлять сети и использовать, к сожалению. Да, где у них совесть была, там лопух вырос. Да, Джон, дело в том, что действительно очень много людей без эмпатии, без совести, без чести, с достоинства. И мы можем порой на них накладывать свою проекцию. Сейчас объясню, как это работает. То есть человек добрый, положительный, эмпатичный, хороший, он смотрит на мир такими глазами, как будто бы все люди добрые, эмпатичные, хорошие, положительные. И если он порядочный и великодушен, то другие такие же. Это называется проекция. То есть, к сожалению, очень часто мы делаем ошибки из-за своих проекций. Мы накладываем на человека то, чего нету у него, лишь то, что есть у нас, и с ним так взаимодействуем. Но это в начале. Точно так же себя ведут нарушенные люди. Для них мир опасен. Если они обманывают, то им кажется, что все обманывают, и они тоже очень так будут подозрительно на вас смотреть, потому что они на вас накладывают свои проекции. То есть вот, вот на что нужно обращать внимание. Так что вот, мои хорошие, вот, к сожалению, вот как-то так. Напишите, что вы думаете по этому поводу, и почему так много мошенников сейчас, и сколько уже видео в сети, где женщины рассказывают там и в Америке, и в Европе, как их развели мошенники, и там в России, как развели мошенники. Ну, то есть эти видео в сети. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Видимо, получается, люди не учатся или люди учатся на своих ошибках, не знаю, ну вот как-то так. К сожалению, очень много, и их много, и плодятся они с бешеной скоростью. И, пожалуйста, если вы знакомы с этим человеком, хотя сомневаюсь, потому что по фотографиям видно, что это американец какой-то, ну такой европеец, скорее всего, европеец, успешный, такой, видите, как, ну вот его фотография, вот, сделайте себе скриншот и перешлите ему, вот. Успешный, интересный такой парень, с ребеночком, любящий. То есть выбрали такой формат хороший, дабы воздействовать на женскую психику. Вот. Но пишите под комментариями, что вы думаете по этому поводу. Как сказать, знаете, вот я тоже видела мошенников в Москве, когда я работала в фитнес-клубе, у нас там пришла девушка, и она, знаете, такая
Ну, интересно, она знала в совершенстве японский язык, ну, там она нигде не работала, то есть просто такая интеллектуалка, и она успешно наебывала всех, кого только можно. И самое интересное, что я понимала, а я понимаю, что что-то не то. Но я тогда еще не могла многое объяснить, как вот сейчас могу, но я понимала, что что-то не то. И у меня возникал такой диссонанс. То есть я говорю, моим, друзьям в Facebook, в фитнес-клубе, я говорю: "Слушайте, что-то не то". А она просто влюбилась в меня. А знаете почему? Потому что, я человек с эмпатией. То есть я привлекаю вот этих, ну, как сказать, людей без эмпатии. Вот. И, ну, типа же положительные люди, скорее всего, поверят, потому что они же не обманывают, поэтому они, скорее всего, поверят, и ими легче будет крутить. Но интересно это все произошло. Эм, Там она одалживала деньги, какие-то вещи одалживала, сумки, ну, как бы что у кого. Но, я ей просто нравилась. Но когда она познакомилась с моим братом, то мой брат говорит: "Ой, смотри, какая она интересная и хорошо зарабатывает, и замужем, главное, замужем". То есть она так себя преподнесла перед ним, что как будто бы, то есть она идеал. Вот, она идеал, и брат мне ставил ее в пример. Ну, у него есть такая мечта, чтобы я вышла замуж. Только у меня нет такой мечты, понимаете, поэтому ничего не получается. Его мечта не исполняется. Вот. И он так ею восхищался, еще у нее такая была грудь большая. Ну, в конечном итоге она влезла в доверие к нему, попросила у него денег и исчезла. Вот, он потом еще говорил: "Зюзинская мошенница". Она там где-то в Московской области жила, Зюзина деревня или поселок какой-то Зюзина. Ну, она там много понаебывала. Я брату говорю: "Это будет тебе такой, это самое, урок. Ты вот сестру, значит, непонятно кого ставишь в пример. Вот, видишь, говорю, а лучше бы вот как бы, ну, на самом деле все не так. То есть люди преподносят себя не так, какие они есть. То есть это люди фасадчики, но они знают, как себя преподнести. Таких людей много. Они знают, как повлиять, как влезть вам под кожу, как себя преподнести, чтобы на вас подействовать. Вот. А когда ты не любишь не льстить, не подхалимничать, то как сказать, ты не получаешь этих ресурсов, которые получают вот эти люди, потому что они обладают вот этими навыками. Ну вот, допустим, у меня уже коричневое пятнышко отполированное, оно аж блестит, потому что в мою сторону всегда много лести, много неискренности, дабы как-то привлечь меня, больше как бы пользоваться мною, чтобы я больше открылась, доверилась. То есть я вот это все уже насмотрелась за свою жизнь, особенно тут в Хургаде, как одна девочка, началась война, там через 2 месяца она приехала туда-сюда, разжалобила меня с Украины, да, она разжалобила меня и потом, значит, попросилась домой пожить. Вот, я говорю: "Да, хорошо, поживи там, найдешь себе недвижимость, квартиру туда-сюда". Причем самое интересное, она почему-то очень много все время переписывалась в интернете, и не приходила на обед и на ужин. Я думаю: почему она не приходит ни на обед, ни на ужин? Думаю: почему? А она просто решила уже у меня украсть спицы. То есть я вяжу, я очень люблю вязать, все вы это знаете. И она решила у меня украсть спицы дорогие, фирма Чиагу. Просто большая печаль в том, что я тут в Египте их не могу заказать. Вот и все. Единственное, что меня огорчает, я их привезла с собой. Это такие дорогие, хорошие спицы. Ну вот, и она у меня их украла, поэтому она уже не приходила ни обедать, ни ужинать, просто потому что ей было уже неудобно, она это спланировала, и какая-то часть совести еще ей говорила. Она, видимо, знаете как, она просто не хотела меня видеть лишний раз и приходила просто поспать. Вот. Она не хотела смотреть мне в глаза, просто потому что ей было неудобно. Она пришла ко мне с спланированным воровством. Ну, надеюсь, ей спицы. Она еще перед этим сказала, что она очень любит эти спицы. Это номер, именно номер 3.
любви, очень любит, это ее любимый номер. И вот она решила просто прийти у меня пожить и забрать их. Да, это вот, знаете, как помогать своим. Если вы будете помогать своим, то, скорее всего, получится вот такая ерунда. К сожалению, но это тот случай, когда женщины непорядочные. Ну, а всегда самая большая часть непорядочных людей – это большие города и, конечно же, туристические города. Вот сюда едут с разных стран. Так что, наверное, столько непорядочности от наших людей, ну, процент непорядочности тут, в Хургаде, то я еще не видела нигде. Вот именно тут, к сожалению, в Хургаде. Вот. Ну, я имею в виду наши люди, это вот. Но мне больше всего повезло, конечно же, от украинских женщин. Так получилось, знаете как. Свои едут к своим. И, наверное, провернуть какую-то сделку, какую-то аферистическую договоренность легче со своими, потому что ты же думаешь, ну, наверное, свои едут ну, с хорошими намерениями, поэтому я людей не разделяю. Неважно, откуда вы, с какой страны, абсолютно неважно. Я действительно очень много всего видела. Важно качество, что у вас есть внутри, потому что, ну, как-то так. Это правильно, то есть вы человек или вы не человек. Люди с эмпатией, с порядочностью, с совестью, они такое делать не могут. Ну а люди с нарушенной психикой, там нету ни чести, ни совести, ни достоинства, ничего. И вот у них просто за радость кого-то обманывать, то есть даже они этой фантазией живут. Когда они обманывают, они этой фантазией живут. Заметьте, они прям вот входят в эту роль. Вот, так что вот так. Нету у меня смс-ок, ну ладно, комментариев нету, так что вот. Вот, мои хорошие, точно так же я училась в институте мануологии, там у нас тоже была женщина-психолог, тоже аферистка, тоже на всех наебывала как могла, но, видимо, у меня было нечего брать, поэтому она у меня и ничего как бы, ну, как мама говорит, она тебя просто пожалела. Ну, потому что у меня брать нечего, знаете. Поэтому если так вот предоставить вам всю свою жизнь, а, все истории вспомнить, то я довольно много видела таких людей. Я имею в виду среди наших людей, недобросовестных, таких аферистических. Но, видимо, человек рождается или так получается ему жить как-то, так проходит его детство, что вот я не знаю, вот серьезно, надо поговорить с каким-то терапевтом или психологом серьезным, то ли это так складывается детство. Вот напишите, что вы думаете по этому поводу, откуда вот мошенники. То ли это устройство мозга, то ли это так проходит у них детство жестко, жестоко, что им приходится выживать, врать, манипулировать и по-разному извиваться, чтобы прожить. Вот, напишите мне, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. У меня жена Западной Украины из-под Ужгорода. Вы бы ее послушали, аж страшно. Пусть мне напишет. Западной Украины. Да, я тоже с Западной Украины, с Львовской области. Ну, видите как, я себе представляю. Ну, то есть, поэтому нету плохих народов, есть просто люди непорядочные, и вот, а очень часто они активные, и они, скажем, портят все, потому что вот своей активностью они делают... Ой, надо ответить. Алло, yes, Хабибти? Yeah, it's very good, I'm ready. Yes, yes. Ага. Bye, darling, bye. Так, ну, что могу сказать? Видите, мне позвонили, надо спускаться, будет через 10 минут. Ну что, мои хорошие, я желаю вам счастья, любви, благополучия, берегите себя от мошенников, от всяких непонятных личностей. Знаете, как доверяйте своей интуиции или же просто обычной логике, потому что, ну вот я, допустим, их чувствую. У меня возникает диссонанс, потому что они говорят одно, а тело говорит другое. Моя подруга, психолог, их чувствует по знаниям, то есть она просто обладает знаниями, как вот они начинают вот это. Ну, то есть они всегда подвешивают морковку,
они вам рисуют картину, какие блага вас будут ждать, если вы будете с ними, если вы будете дружить и что-то делать для них. Будет вот такая красивая картина, вы будете счастливы. То есть всегда есть морковка, картина будущего красивая. Вот, поэтому, мои хорошие, э, решила вам рассказать об этом, если вы можете остановить. Значит, да, спасибо, спасибо. Если вы можете остановить вот этого человека, вот он в сети под этой фотографией, но это не его фотография, то есть вот используют вот этого человека, фотографию вот этого человека используют вот мошенники, которые разводят женщин на деньги и на прочие моменты. Берегите себя, берегите своих друзей, близких, родных, делитесь с моими видео. К сожалению, их будет, может быть, еще больше, и они очень активны. Они везде свои щупальца просовывают. В общем, береги вас Господь, берегите себя. Знаете как, будьте бдительны, не спешите, проверяйте, тем более, если дело касается каких-то ваших ресурсов, мои хорошие. Ну, это, вы можете просто душевно пострадать. Если у вас нет денег, вы можете просто пострадать душевно. Берегите себя и свое сердце, и будьте здоровы. Подписывайтесь на канал, и до скорых встреч. Обнимаю.